Это мир внутри человеческого тела, где живут и работают вместе 32 триллиона разных видов клеток. Красные кровяные тельца переносят кислород, белые кровяные тельца убивают микробы и вирусы. Некоторые милые на вид клетки-малышки лечат тело, другие управляют мозгом, а третьи отвечают за размножение. Все начинается с того, что красная кровяная клетка переносит кислород к другим клеткам, но вдруг кожа повреждается и в организм проникает смертельный вирус. Он говорит: это потрясающее тело, здесь много еды, и вирус нападает на красную кровяную клетку. Тогда белая кровяная клетка хватает вирус и разрывает его на части. Уничтожив его, лидер белых кровяных клеток Бланка сообщает об этом в центр. Рена восхищается их способностями, а Бланка спрашивает: почему ты так смотришь? Она ничего не отвечает, просто хочет поблагодарить его за спасение. Он говорит, что это их работа. Но бактерии так просто не сдаются, он обещает скоро вернуться. На следующий день Рина ищет путь к легким, чтобы доставить туда немного углекислого газа, но попадает не в ту дверь, и информатор говорит ей, что это не туда. Но она все равно идет не туда, и теперь она в растерянности ищет правильный путь. Она открывает одну дверь, и женщина говорит, что это селезенка. Рина извиняется и говорит, что заблудилась. Потом она доходит до лимфатического узла и получает за это нагоняя. Она извиняется и убегает. После этого она спрашивает у других красных кровяных телец, как пройти к легким. Затем с помощью карты она подходит к двери, но там никого нет. Она собирается постучать, но только открывает дверь, как видит там бактерию, вызывающую пневмонию, и тут же закрывает дверь. Но бактерия пробирается сквозь стену и говорит: я тебя убью. Она убегает, чтобы спастись, а бактерия гонится за ней. Она спотыкается, и бактерия нападает на нее, но тут появляется Бланка и говорит: не трогай ее, мерзкая бактерия. Бактерия бросает в него сеть, и они оба застревают в ней, а бактерия убегает. Бланка говорит ей: нам нужно поймать его, пошли. Они бегут за ним, и Бланка берет Рину с собой. Бланка говорит ей, что это бактерия из легких. Она будет размножаться в легких и вызывать инфекцию, называемую пневмонией. Рина говорит: значит, это пневмокок. Да, нам нужно его остановить. Кстати, я направлялась к легким, говорит он, но это почки. Он убегает, говоря, что у нас мало времени. Не только легкие находятся под угрозой. Бактерия может попасть в кровеносные сосуды и атаковать каждый орган, а затем и мозг. Она быстро размножается и может уничтожить весь организм всего за 24 часа. Он зовет на помощь. Но они говорят, что у нас мало белых кровяных телец. Разбирайтесь сами. В этот момент рецепторы Бланки улавливают присутствие бактерии, и он говорит: хорошая новость, бактерия рядом. Он спрашивает Рину: ты слышала, куда направлялась бактерия? Она говорит: я помню, как он смотрел на карту, чтобы найти путь к легким. Бланка говорит: ладно, тогда пойдем к легким, но Рена снова сворачивает не туда и, поняв это, смущается. Подойдя к легким, Рена говорит: как здесь круто. Бланка говорит: нам пора идти, и они продолжают путь. По дороге они встречают тромбоциты, один из них останавливает их. Мы тут строим, проход закрыт. Они видят, что тромбоциты стоят вокруг двух коробок и пытаются их достать. Оба думают, что тромбоциты такие милые, и говорят: мы вам поможем. Они открывают коробки. Закончив, они идут к легким. Бонка говорит: странно, что рецептор все еще показывает наличие бактерий, такого никогда не было. Мы не видим никаких бактерий поблизости. В этот момент на большом экране появляется сообщение от Т-лимфоцита, который предупреждает всех о бактериях и о том, что Т-киллеры уже в пути. Через мгновение они видят армию Т-лимфоцитов. Их командир приказывает им убить бактерии на месте. Пока Бланка говорит Рине: пойдем, командир Т-лимфоцитов звонит ей и говорит: ты что, не боишься? Ты любимая еда пневмококковых бактерий, потому что они нуждаются в питательных веществах, которые переносят эритроцит. Так что ты можешь стать их целью. Бланка говорит, что они просто пытаются напугать ее. Затем они подходят к легким. Бланка говорит, что здесь ничего подозрительного нет. Бактерии еще не проникли внутрь. Нима говорит: ладно, я пойду и принесу Ко-2. Бланка говорит: будь осторожен. Он смотрит на свой рецептор, который перестал подавать сигнал, и думает, почему. Пока Т-лимфоциты ищут бактерии, Бланка обсуждает это со своим начальником. Прибывает его армия белых клеток. Тем временем Рина ищет капилляры и легкие, которые нужно доставить. Но она теряется, видя так много номеров комнат, и не знает, куда идти. Капилляров так много. И тут появляется ее сенсей, и она зовет его на помощь. Она объясняет, что нужно просто сопоставить цифры с нужным номером комнаты. Затем она уходит, говоря, что удачи ей, и Нима говорит, что скоро увидится с ней. Затем она находит номер комнаты и заходит. Там очень тихо. И тут она видит, как коробки рвутся, и оттуда появляется пневмокок. Она в шоке кричит и пытается убежать, но ее останавливают. Он говорит: как ты могла быть такой глупой? Ты даже не заглянула в посылку, которую несла. Она открывает дверь,
но видит, что туда заходят другие эритроциты. Она закрывает дверь и говорит: «Эта комната занята». Бактерия говорит: «Ты думаешь, что спасла своих друзей? Я убью их после того, как убью тебя». И тут появляется Бланка и говорит, что может переместиться куда угодно, чтобы добраться до наших врагов. Как только Рена ушла, мой рецептор перестал сходить с ума, и тогда я понял, что ты все это время был в той коробке. Бактерия говорит, что я не умру после того, что сделал, и убегает, а Бланка следует за ним. Бактерия бежит, чтобы убить эритроцит, который несет много питательных веществ, но Бланка нападает на него сзади. Он пытается атаковать его, но пневмокок защищается мощной сетью. Рена тоже появляется и зовет Бланку, но он говорит ей оставаться на месте. Эта сеть не такая, как раньше, когда он убегал, но эта сеть мощнее и защищает его. Бактерия говорит, что перед тем, как начать полномасштабное вторжение, он хочет помучить вас, жалкие клетки, и нападает. Бланка уклоняется от всех его атак. Рена начинает плакать. Это наш конец. Бланка говорит, что у нее есть идея. Они идут туда, где дверь, и бактерии следуют за ними. Лейкоцит говорит: «Эй, эритроцит, отойди назад». Бактерия подходит к ним и говорит: «Теперь вы сдадитесь. Я вас разорву». Он прыгает, чтобы напасть, и приземляется на красную линию. Раздается сигнал тревоги. Бланка нажимает на красную кнопку, и начинается процесс. Бактерия оказывается в ловушке внутри капсулы. Он слышит голос. Бактерия поймана. Теперь начнется процесс уничтожения. Бланка достает из машины чай и говорит: «Ты не сможешь выбраться из этой капсулы». Бактерия говорит: «Ты обманом заманила меня в ловушку». Бланка спрашивает Рену: «Ты в порядке?» Она отвечает «да» и протягивает ей чай, пока бактерию уносят на уничтожение. Они смотрят, как его бросают в бронхи. Затем его уничтожают внутри ракеты. Он кричит: «Выпустите меня». Через мгновение все успокаивается, и его выносят на большой скорости. Все смотрят, как его уносят. Бланка говорит: «Пока-пока», бактерия, и его уничтожают. На следующий день Рена собирается доставить питательные вещества в клетку, но снова сбивается с пути. Она видит старшую красную клетку и подходит к ней. Она понимает, что снова сбилась с пути, поэтому сверяется с картой и говорит: «Я иду туда же». Они слышат свист и решают проверить. Это тромбоциты работают. Они восхищаются ими. Тромбоциты – это крошечные клетки в крови, которые слипаются, когда повреждаются кровеносные сосуды, чтобы закрыть рану. Они собираются подняться по лестнице, и их лидер просит быть осторожными. Она осторожно поднимается, остальные следуют за ней, и они продолжают идти. Когда они спустились вниз, они немного успокоились. Они играют с эритроцитами, которые выделяют вещество для свертывания крови, и оно падает на землю. Рена поднимает его и отдает своему лидеру. Она с благодарностью принимает его и говорит спасибо. Затем она говорит своей команде: «Давайте здесь помоем нашу сеть». Они так и делают. Старший эритроцит говорит Рене: «Пойдем работать». Она идет за ним по коже, и они видят, как другие эритроциты переносят кислород. Рена говорит: «Здесь так спокойно». Сеня отвечает: «Да, но все равно будь осторожна». Рена спрашивает: «Почему?». Сеня отвечает: «Этот сосуд может легко повредиться». Внезапно все трясется, и они падают. Рена спрашивает, что случилось. Она говорит: «Кожа реагирует на что-то снаружи, но на этот раз все не так плохо». Они видят, что горит огонь. Рена пугается. Огонь оставил большую рану на теле, ветер дует, и Рена с остальными проваливаются в дыру, но Бланка успевает схватить Рену, чтобы она не упала в рану. Рена спрашивает, что происходит. Бланка говорит: «Кожа ранена, поэтому стенка кровеносного сосуда лопнула, и теперь клетки крови вымываются. Если мы провалимся в эту рану, нам конец». Рена в ужасе. «Тогда нужно действовать быстро», — говорит он. Внезапно рана затягивается. Появляется микроб. Бланка этого ожидала, но их становится все больше. Эти микробы живут на коже и в порах. Если они попадут в рану, то могут вызвать кожные инфекции или пищевое отравление. Бланка и остальные паникуют, когда микробы нападают на них. Бланка просит их бежать, пока он будет сражаться с ними в одиночку. Пока они бегут, Рена говорит ему, чтобы он тоже бежал и сражался. Она отвечает: «Да, я уже ухожу». Рена беспокоится, что он может пораниться, но ей нужно уйти. Другие клетки видят, что кровеносные сосуды сужаются, и не понимают, что произошло. Рена и остальные выбегают и сообщают, что вокруг микробы, и все начинают бежать. Рена падает, но другая клетка помогает ей подняться. Снова появляются микробы и говорят, что захватят тело. Они также планируют напасть на красные клетки. Когда они пытаются выбраться через венозный клапан, он не открывается, потому что не пропускает кровь обратно. Рена борется с ними, и микроб протягивает свой крючок, чтобы схватить одну из них. Он уже собирался убить ее, когда на место происшествия прибегают белые клетки и убивают его. Кровь хлещет, и белые клетки все в крови, когда они спрашивают, куда ранен человек. Красные клетки отвечают, и они сразу же уходят. Рена думает, что они в безопасности. Теперь, пока Бланка сражается с несколькими микробами, его нож падает. Один микроб пригвождает его к стене своим крючком, думая, что Бланка
Бланка не сможет пошевелиться. Но он ломает крючок и пронзает им микроба. Он удивляется, почему они напали на него, а не пошли глубже в тело. Ему звонят, чтобы помочь одной белой клетке, которая в опасности. Ланка спешит туда, где в коже ранены две красные клетки. Белые клетки сражаются, чтобы защитить их. Позже он просит их бежать, когда они думают, что все закончилось. Один микроб говорит: не расслабляйтесь. Еще больше нас приближается. Потом они появляются. В то же время прибывают еще несколько белых клеток, а некоторые проскальзывают в рану. Бланка просит их прикрепиться к стенкам кровеносных сосудов, чтобы бороться с микробами. Главный микроорганизм насмехается над ними, говоря, что они борются, чтобы защитить другие клетки, но никто им не помогает. Она утверждает, что провела много исследований и знает о системе защиты организма очень много, и что белые кровяные тельца первыми получают сигнал, если бактерии попадают в организм через рану, а другие защитные клетки появляются позже. Поэтому, если она сможет уничтожить эти клетки, то одержит верх. Начинается бой, и Бланка чуть не падает в рану, думая, что у него закончились силы. Она пытается ударить его своим крюком, но он блокирует удар. Она удивлена, откуда у него снова взялись силы. Бланка говорит ей, что не стоит недооценивать клетки, защищающие организм, потому что они являются мощными помощниками белых кровяных телец. Появляются тромбоциты и благодарят белые кровяные тельца за их тяжелую работу, а затем начинают останавливать кровотечение из раны. Пока они слипаются, белые кровяные тельца уничтожают микробы на своем пути. Они добираются до раны, готовые остановить кровотечение. Они закрывают рану, успешно останавливая кровотечение. Это не даст микробам размножаться и облегчит белым кровяным тельцам борьбу с ними. Главный микроорганизм в шоке. Белые кровяные тельца начинают атаковать. Увидев, что остался только их лидер, он летит к нему и быстро убивает его. Он падает обратно на кровяную сетку, а тромбоциты хвалят его за тяжелую работу. Рина ищет Бланку. Когда она видит его, то радуется, что он выжил. Он спрашивает про другие красные клетки, и она отвечает, что они придут позже. Она хочет сначала увидеть тебя, и Бланка удивляется, почему она так торопится. Она говорит спасибо, а он отвечает: не за что, мы просто делаем свою работу. Она возражает: вообще-то я пришла поблагодарить тебя за то, что ты так упорно сражался, защищая другие клетки и кровеносные сосуды, в то время как все красные клетки просто убегали. Он отвечает: это неправда, вы, ребята, тоже сегодня очень помогли. Она спрашивает: почему ты не двигался с тех пор, как я пришла? Затем она понимает, что тоже застряла. Другие красные клетки тоже склеились и попали в ловушку в кровеносной системе. Это нужно, чтобы сгусток крови стал прочнее и толще, полностью закрыв рану. Бланка говорит, что они должны оставаться в таком положении около 3 дней, пока сгусток не засохнет. Затем мы видим, как наивный Т-лимфоцит проверяет бензин внутри тела. Он не знает, что это за часть тела, потому что не видит там клеток. Он испуганно двигается, особенно когда слышит какой-то звук, и случайно задевает контейнер, который издает звук, привлекающий зомби-клетку. И прежде чем он успевает что-то понять, появляется еще одна, и он чуть не сходит с ума, пытаясь убежать, но они быстрее, чем он может себе представить. К счастью, появляется Бланка и прогоняет их. Наивный Т-лимфоцит плачет, когда Бланка спрашивает, что он здесь делает. Он говорит, что его зовут наивный Т-лимфоцит, низкоранговый Т-лимфоцит, который борется с микробами. Он спрашивает Бланка, как он прошел сквозь стену, и тот отвечает, что просто прошел сквозь нее. Затем он упоминает, что клетки зомби когда-то были нормальными, но заразились вирусом, называемым вирусом гриппа, который вызывает головную боль, боль в суставах, высокую температуру и мышечные спазмы. Вирус прикрепляется к клеткам и начинает размножаться, поэтому нам нужно уничтожить его, пока он не распространился. Но ответа нет. Он говорит, что не может убить вирус. Клетки зомби начинают атаковать Бланку. Появляется макрофаг, который тоже убивает микробов. Она приходит с топором и атакует зомби, демонстрируя свою силу и способность убивать, но при этом сохраняя спокойствие. Она хватает вирус и говорит, что это вирус типа B. Она сообщает об этом дендритной клетке, которая в свою очередь сообщает об этом Т-клетке командиру. Т-клетки мозга тоже получают сообщение от Т-клетки командира, который говорит, что скоро прибудут Т-клетки для помощи. Макрофаг говорит Бланке, что Т-клетки скоро прибудут. Услышав это, наивный Т-клетка умоляет ее сказать им, что он убил одного из зомби, потому что его могут наказать старшие Т-клетки. Прибывают Т-клетки-убийцы и приветствуют макрофаг за ее тяжелую работу. Наивный Т-клетка пытается спрятаться, но старший Т-клетка ловит его, и они кричат на него за то, что он не справился со своей работой. Другие белые клетки тоже присоединяются к ним. Клетки зомби продолжают наступать, и они тащат наивного Т-клетку, чтобы он убил хотя бы одного из них. Защитные клетки нападают на них, затем появляется Т-клетка памяти, которая появляется, когда возвращается старый враг, и напоминает им, что произошло в прошлый раз с вирусом. Защитные клетки одерживают верх, кроме наивного Т-клетки, который все еще паникует и борется с одним из них. Он пытается собраться с духом, но появляется зомби. Старший Т-клетка спасает его. Когда его ругают, он начинает плакать и убегает.
Клетки по всему телу разбегаются в разные стороны. Рина спрашивает, что случилось, и одна клетка отвечает ей, что это вирусная инфекция. Наивная Т-клетка продолжает бежать, но потом падает. Она лежит и плачет. Дендритная клетка видит ее и спрашивает, что случилось. Задача дендритной клетки – предупреждать другие клетки о бактериях и вирусах. Она говорит: не волнуйся, я позову твоего командира на помощь. Но как только она собирается это сделать, наивная Т-клетка кричит: я убежал с поля боя, потому что эти враги такие страшные, а я не такой сильный, как другие клетки-защитники. Дендритная клетка жалеет ее, наклоняется и говорит: никто не начинает с сильных. Это удивительно. Затем дендритная клетка дает ей книгу с воспоминаниями Т-клеток, где на картинках изображены старшие Т-клетки из прошлого, которые были точно такими же, как она, и тоже не могли вписаться. Они плачут, как и она, а потом достает еще книги. Тем временем старшие Т-клетки понимают, что их прошлое раскрыто, и дендритная клетка говорит, что они ругают его, потому что видят в нем себя. Он вспоминает их слова и понимает, что это правда. Дендритная клетка уверяет его, что они всегда рядом, от лейкоцитов до макрофагов. Командир Т-клеток и Т-клетки работают вместе как друзья и подбадривают его, чтобы он был смелее. Наивная клетка оживает, и ее способность как Т-клетки активируется. Это еще одна функция дендритной клетки. Активирует наивные Т-клетки. Мертвые клетки зомби лежат в собственной крови, а лейкоциты продолжают их уничтожать. К сожалению, одна из них заразила вирусом другие здоровые клетки, и они тоже стали зомби, теперь им приходится сражаться с еще большим количеством врагов. Вирус гриппа может быстро распространяться. Когда Рене и ее старший товарищ пытаются убежать, перед ними появляются зомби-клетки, и они возвращаются назад. Тем временем клетки-защитники продолжают сражаться. Но их слишком много, одна из клеток пробивает зомби и отбрасывает его. Они с удивлением смотрят, как бывший наивный клеточный защитник превратился в гиганта после активации своих способностей. Удивительно, но он тоже начинает размножаться. Его старшие товарищи радуются, чувствуя себя героями, и к ним присоединяется клетка Б, вырабатывающая антитела. Он тоже клетка-защитник, которая вырабатывает особые белки для борьбы с микробами. Они объединяются, чтобы бороться с вирусом. Наивный Т-клеточный защитник сражается с ним, используя свою новую силу. Температура тела повышается, чтобы подавить вирус. Хозяин чувствует озноб, затем чихает и кашляет, чтобы вытолкнуть вирусы из своего тела. Его аппетит снижается, так как клетки-защитники тратят энергию на пищеварение. Потовые клетки остаются активными и увлажненными, и он потеет, чтобы вывести вредные вещества и отрегулировать температуру тела. Благодаря командной работе и усилиям клеток, через неделю вирус гриппа исчезает из его организма, и клетки-защитники радуются победе. Один старший Т-клеточный защитник хвалит наивного Т-клеточного защитника за его труд, и клетка Б завидует, когда Т-клетки радуются, говоря: мы сделали это. Наивный Т-клеточный защитник пожимает руку Бланке благодаря его, но тут снова появляется зомби-клетка. Наивный Т-клеточный защитник сжимает кулак для последнего удара и неожиданно бросается на него. Зомби-клетка бьет его кулаком и отбрасывает в сторону. Он падает на землю и плачет. Клетка В атакует его антителами. Но зомби все еще силен. Бланка не верит своим глазам. Потом он понимает, что это вирус. Он сильно меняется внутри и может вызывать эпидемии гриппа. Он распространяется, заражая другие клетки. Наивная клетка Т возвращается к своему прежнему виду. Клетка В говорит, что пусть клетки Т исправят это. А я пойду сделаю новые антитела. Инфицированные клетки нападают на них, вызывая хаос. Тромбоциты убирают беспорядок, а дендритная клетка вызывает на помощь более сильные клетки. Теперь мы видим, как организм вырабатывает желудочный сок, и Бланка говорит Рене, что он растворяет много питательных веществ. Желудок хранит проглоченную пищу и стерилизует ее желудочным соком, а фермент под названием пепсин расщепляет пищу в качестве первого этапа пищеварения. Рена говорит Бланке, что она потратила всю свою энергию на изучение правильного пути, и ей нравится наблюдать за перевариванием пищи. Бланка обнаруживает бактерии и сразу же уходит. Бланка бежит туда, где находятся бактерии, и атакует их. Это белые кровяные тельца, называемые эозинофилами. Эозинофилы расстроены, а бактерии требуют, чтобы красные кровяные тельца отдали им свои питательные вещества. Эозинофилы снова атакуют, но отбрасывают его в сторону. Он падает на землю разочарованный, а бактерии используют свою суперсилу, чтобы быстро двигаться. Бланка бросается к нему, убивает его, и он умирает. Красная клетка спрашивает, все ли в порядке с эозинофилом. Он грустно отвечает, что все хорошо, и встает, благодаря Бланку за спасение. Эозинофилы – это белые кровяные тельца, которые борются с паразитами и контролируют аллергию. Бланка приветствует его, говоря, что они давно не виделись. Они выросли в одном и том же костном мозге. Он приветствует Рену, которая отвечает: приятно познакомиться. Некоторые клетки удивляются, почему эозинофил не может убить бактерии, если она лейкоцит. Эозинофилу это не нравится. Бланка пытается успокоить ее, говоря, что ее задача не только убивать бактерии.
Она говорит: не волнуйся, меня не беспокоит, что они говорят. Внезапно питательные вещества, содержащиеся в пище, начинают выпадать, и они устремляются к желудку. Бланка на что-то натыкается. Это тучная клетка, которая вызывает аллергию и помогает бороться с бактериями, выделяя такие химические вещества, как гистамин. Гистамин – это химическое вещество, которое вырабатывается тучными клетками при повреждении клетки. Появляется еще одна странная клетка, когда Бланка и эозинофил подходят ближе. Они называют ее базофилом, лейкоцитом, который вызывает воспаление и выделяет гистамин. Гистамин – это вещество, которое привлекает лейкоциты и эозинофилы. Когда базофил говорит, что пришел попросить Бланку о помощи, эозинофил отвечает, что это значит, что в организм проникло много бактерий. Бланка говорит: ладно, пошли, и они бегут. Другие клетки тоже начинают бежать, когда слышат, что в организм проникли бактерии. Внезапно появляются какие-то бактерии в результате пищевого отравления. Это морские бактерии, которые попадают в организм через морепродукты. Об этом сообщают командиру Т-клеток. Он немедленно приказывает всем клеткам покинуть место, где бактерии проникают в организм. Другая клетка говорит, что повредила стенку желудка. Вскоре туда прибывают Бланка и эозинофил. Он говорит: мы будем сражаться, пока не прибудут другие защитные клетки. Бланка начинает их убивать, а эозинофил сражается с одной из них. Красная клетка захвачена бактериями, и Бланка спешит ее спасти. Бактерия бросает красную клетку в Бланку, и ее оружие падает. Бактерия собирается напасть на нее, но Бланка бросается вперед, чтобы спасти ее. Она бросается на нее с оружием, но Бланка говорит ей остановиться. Бактерия открывает рот, и Бланка проглатывает ее. Появляется базофил и говорит, что Бланка пожертвовала собой. Давайте продолжим бороться за здоровье этого тела. Все шокированы тем, что Бланка убивает бактерию, и она вся в крови, тяжело дышит. Другие белые клетки прибывают, чтобы сразиться с бактерией. Рена присоединяется к ним и удивляется, увидев, что Бланка становится красной, как и она, но появляется белая клетка и очищает ее. Затем эозинофил встает на колени и извиняется, говоря, что это ее вина. Бланка говорит, что нет, но другие клетки уже начинают сплетничать, что она бесполезная клетка. Бланка говорит, что ей жаль, что она была груба с ней из-за чрезвычайной ситуации. Эозинофил отвечает, что все в порядке, я знаю, что я слабачка, но это к лучшему. Объявляется, что бактерия успешно уничтожена. Все возвращаются к работе. Бланка и Рена смотрят, как эозинофил чистит свое оружие. Внезапно одна из клеток замечает, что в организме что-то не так. В этот момент все вздрагивают и бегут к месту происшествия. Они обнаруживают, что бактерия повредила стенку желудка, и желудочная кислота вытекает наружу. Когда они добираются туда, другие клетки пытаются убежать. Стена желудка разрушена, и они удивлены, когда видят, что что-то рычит, как лев. Это паразит под названием анизакида, крошечный червь, который встречается в недоваренной рыбе и морепродуктах. Употребление в пищу морепродуктов вызывает боль в желудке. Базофил видит, как поднимается уровень желудочной кислоты, и другие клетки тоже. Рвота достигает своего максимума. Рвота происходит, когда содержимое желудка выходит через рот, и вы его выплевываете. Паразит разрывает стенку желудка, и Бланка говорит, что нужно его остановить. Неважно, что происходит, но его присутствие настолько сильно, что все клетки в ужасе. Одна белая клетка говорит, что мы не можем с ним бороться. Все клетки пытаются убежать, а Бланка пытается двигаться. Эозинофил говорит, что он пойдет и сразится с ним, и это всех шокирует. Одна клетка говорит: как ты можешь, если не можешь победить обычную бактерию? Но несмотря на это, она продолжает двигаться и говорит, что это ее работа. Тем временем Бланка ничего не говорит, чтобы остановить ее. Рена просит его остановить ее, но она продолжает двигаться и готовится напасть. Рена выкрикивает ее имя и хочет помочь ей, но Бланка удерживает ее. Эозинофил с оружием в руках приближается, и Бланка говорит, что только она может убить паразита. Она взлетает, используя свою суперспособность, и атакует паразита, зная, что ее настоящая работа — избавляться от паразитов, а не только от бактерий. Она пронзает голову паразита, из раны течет кровь, и она кричит от боли. Паразит падает в желудочный сок в желудке. Базофил чувствует, что они успешно победили паразита, а эозинофил испытывает облегчение. Когда она оборачивается, все радуются, говоря: извините, мы неправильно вас поняли. Они чествуют ее как героиню, и она благодарит их. Затем они снова хлопают ей, и она краснеет. Рена тоже хлопает. Белые клетки пытаются устранить повреждения. Эозинофила тошнит, и она чувствует себя счастливой. Базофил говорит загадками, чтобы показать свою секретную работу в иммунной системе. Бланка понимает, что он говорит, что их миссия выполнена. Клетки продолжают свою работу, чтобы улучшить здоровье хозяина. Внешний враг собирается атаковать человеческий организм. Когда он приближается, командир Т-клеток получает уведомление и обдумывает правильную стратегию атаки, чтобы справиться с этим врагом. Вредитель — это пыльца кедра, которую разносит ветер, особенно весной. Она оседает на слизистой оболочке носа и вызывает реакцию в организме. Пыльца кедра вызывает аллергию, которая возникает, когда защитные клетки слишком остро реагируют на определенное вещество. Макрофаги возле мембраны глазного яблока сообщают об этом командиру Т-клеток и другим. В организме клетки тоже получают об этом информацию. Рина решает поскорее закончить доставку. Она не знает, что один из кедровых вредителей уже позади нее, оборачивается и видит, что он приближается. Она кричит и зовет на помощь.
К счастью, Бланка приходит ей на помощь и убивает кедрового вредителя. Когда кедр умирает, Бланка спрашивает, все ли в порядке с Риной, и та отвечает утвердительно. Рина спрашивает, что это за вредитель. Он начинает его есть, чтобы разобрать и выяснить, что это. Затем он говорит, что на вкус это похоже на аллерген, выделяемый пыльцой кедра, хотя они не вызывают болезни, как бактерии и вирусы, но их все равно нужно уничтожить. Появляется еще одна клетка, которая паникует, что аллерген кедра попал внутрь через отверстие. Бланка спрашивает, кто это. Он отвечает, что он клетка памяти. Это особая иммунная клетка, которая запоминает микробы или аллергены, с которыми организм уже сталкивался. Бланка спрашивает, почему они паникуют, если аллергены безвредны. Он забегает в комнату и приносит записи, передаваемые из поколения в поколение. Там говорится, что когда большая опасность приходит извне, все внутри приходит в хаос, то есть кедровых вредителей становится больше. И тут появляется еще один. Они тоже предупреждают, что их много и они уже проникли в организм. Когда приходит Бланка, он в шоке видит, что они уже разрушают стенки организма. Клетка памяти говорит, что для этого тела это конец. Клетки, отвечающие за экстренную помощь, сообщают об этом командиру Т-клеток. Но он выглядит спокойным и говорит, что все в порядке, потому что у нас есть секретное оружие в клетка. Он приказывает отправить ее на передовую. Бланка смотрит на кедры, думая, что это действительно конец. И тут появляется в клетка со своими антителами, чтобы бороться с микробами. Клетки с облегчением видят ее. В клетка активирует свое оружие, выпуская антитела, которые борются с аллергенами. К счастью, она быстро уничтожает их всех. Она улыбается, а другие клетки радуются за нее. Бланка спрашивает клетку памяти, закончилась ли катастрофа. Та отвечает, что пока нет, но будет что-то похуже, и это будет страшно. Клетки продолжают хвалить в клетку за ее тяжелую работу, использование антител растет, и это удивляет массовую клетку. Она берет руководство, чтобы узнать, почему вдруг произошел такой скачок и что делать дальше. Она в замешательстве, не зная, как справиться с ситуацией. Она успокаивается, решает следовать руководству и выпускает химикат, чтобы контролировать использование дополнительных антител. Бланка и клетка памяти видят это и пытаются остановить в клетку от использования большего количества антител. Она говорит, что все под контролем. Она показывает, откуда идет химикат, и они смотрят вверх, ожидая, что он пойдет вниз. Но внезапно химикат заполняет все вокруг и уносит клетки, включая Бланку и клетку памяти. Когда он высыхает, кедры появляются снова, и массовая клетка понимает, что антитела были использованы слишком много. Она выпускает еще больше химикатов, и все вокруг снова затопляет. Бланка и клетка памяти держатся за столб, чтобы выжить. Между тем, это вещество называется гистамин, который расширяет сосуды, чтобы белые кровяные тельца быстрее добирались до места воспаления. Они решают связаться с тучной клеткой, чтобы остановить воспаление, но она не слушается. Теперь из-за избытка гистамина система организма выходит из-под контроля, и центр секреции повреждается. Они обнаружили, что организм реагирует на это повреждение. Белые кровяные тельца сражаются с кедровыми деревьями и убивают их. Но гистамин раздражает нервные окончания в носу, и человек начинает чихать снова и снова, а нос отекает и не дает нормально дышать. Потом начинают течь слезы, потому что гистамин раздражает нервные окончания в глазах, вызывая покраснение, зуд и слезы. Затем появляется аллергия на пыльцу кедра. Клетка памяти говорит, что это то, что описано в руководстве как ужасная катастрофа. Клетки удивляются, почему это происходит, и обвиняют в клетку в том, что она вызвала это, распространяя антитела. Он говорит, что виноваты гистамины, и они врываются в комнату тучной клетки и вытаскивают ее. Она тоже говорит, что виноваты антитела. «Нет, это не я», — спорят они, «а я просто следую инструкциям руководства». Он называет ее жировой клеткой. Она злится и тоже называет его в клеткой. Спор становится серьезным. Затем Бланка говорит, что каждый делает свою работу, не зная, что так получится. И даже если бы мы знали, мы бы все равно делали свою работу, и это судьба каждой клетки. Рена подходит издалека, толкая большую клетку, которая отталкивает Бланку и клетку памяти. Бланка спрашивает, что это, а она отвечает, что не знает, но должна доставить это сюда. Это лекарство. Рена спрашивает клетку памяти, видел ли он его раньше, и та отвечает. Затем сотовый говорит, что я добрался до места назначения. Он активируется, и человек в страхе замирает, наблюдая. Он выходит и говорит: «Теперь давайте уничтожим их». Он стреляет. И область взрывается, атакуя клетки, но он продолжает стрелять, уничтожая части тела. Затем сотовый говорит, что он вспомнил легенду, в которой говорится, что это будет та самая клетка, которая уничтожит все после всех бед. И его зовут стероид. Это лекарство, которое подавляет аллергические реакции. Клетки начинают реагировать на лекарство, но он продолжает стрелять, пока клетки пытаются убежать. Ситуация выходит из-под контроля, тело горит. Через некоторое время стероид истощает его силы, но он расчищает путь. Рена и сотовый смотрят, а Бланка поднимает голову, видя побочный эффект от стероидов, вызванный чрезмерным их употреблением. Затем Рина приносит кислород, но не знает, куда идти. Затем она видит красный костный мозг, родину кровяных клеток. Сегодня у них выпускной. Их лидер снимает колпачок с одного костного мозга, чтобы показать, что они стали зрелыми красными кровяными клетками. Это напоминает Рене о прошлом. Костный мозг – это место, где рождаются и растут кровяные
кровяные клетки. Воспоминания переносят нас на несколько лет назад, когда Рена была незрелой клеткой. Затем она стала красной кровяной клеткой, потому что у нее рыжие волосы. Красные кровяные клетки рождаются в костном мозге и там же растут. Макрофаги обучают их, чтобы они стали зрелыми красными кровяными клетками. Она рассказала им о кровообращении и о том, как доставлять кислород в качестве зрелых красных кровяных клеток. Рена выглядит веселой, когда они начинают, но она теряется даже в молодом тельце, и в итоге у нее кружится голова, она падает, а когда встает, начинает плакать. Макрофаг успокаивает ее, говоря, что все будет хорошо. Затем их учат, как оставаться в безопасности в кровеносных сосудах, когда атакуют бактерии. Она говорит, что одна белая кровяная клетка будет играть роль бактерии. Один из них говорит, что Рена потеряется и ее съедят. Но макрофаг говорит ему, чтобы он слушал. Рена спрашивает, что будет, если я потеряюсь. Макрофаг отвечает, что ты еще маленькая и не можешь покинуть костный мозг, поэтому ты в безопасности. Но Рена все равно нервничает. Клетка-женщина берет ее за руку и говорит, давай побежим вместе. Макрофаг говорит, начинайте, а белая кровяная клетка спрашивает, мне начинать? И она отвечает, да. Затем он ведет себя как страшная бактерия, и молодые клетки убегают. Макрофаг говорит, не попадись бактериям, Рена бежит и прячется в тихом месте. Она понимает, что снова потерялась. Тогда она говорит, я не думаю, что когда-нибудь смогу стать эритроцитом. Она слышит какой-то звук и идет проверить. Она видит, как зрелые эритроциты доставляют кислород и впечатляется их трудолюбием. Задумавшись, она видит, как к ней приближается настоящая бактерия. Она думает, что это замаскированная белая кровяная клетка. Она говорит, ты замаскированная бактерия, да? Он отвечает, нет, я бактерия, которая вызывает инфекции. Услышав это, она убегает, а он идет за ней. Добравшись до двери кровеносного сосуда, она не может ее открыть, потому что незрелые эритроциты не могут покинуть костный мозг. Он снова хватает ее и говорит, я выживаю, ворую питательные вещества и кислород у клеток. Рена изо всех сил пыталась вырваться, когда он толкнул ее, она закричала. Он сказал, теперь я тебя прикончу. Рена пожалела себя, но она подумала, я не хочу умирать. Она бросила ему в глаза шапку и убежала, думая, я хочу быть как те крутые эритроциты. Бактерия погналась за ней, вытянув свой крюк, но она увернулась и упала. Когда он уже собирался ее ударить, незрелый лейкоцит, который тоже жил в костном мозге, защитил ее. Бактерия узнала его и пригрозила убить. Когда он бросился на него, его нож выпал, у бактерии вдруг появилось много лиц, и это их напугало. Он толкнул его и одновременно схватил своим крюком, а потом начал бить, когда отбросил его в сторону. Рена подбежала к нему и сказала, не умирай, большой брат. Бактерия сказала, отдай мне эту девчонку, и я тебя пощажу. Лейкоцит ответил, я не могу так поступить. Даже если мне придется пожертвовать своей жизнью, я всегда буду защищать другие клетки и скоро стану зрелым лейкоцитом. Бактерия рассмеялась. Неожиданно сзади появился незрелый тренер по лейкоцитам и убил его. Макрофаг беспокоился о Рене, и увидев ее, маленькая Рена заплакала. Она подошла ближе и сказала, прости, мы обработаем твою рану. Тренер по лейкоцитам увел мальчика. Рена побежала за ними и спросила, увидятся ли они снова. Он ответил, не знаю, но когда мы вырастем и начнем работать в кровеносных сосудах, мы, возможно, встретимся. Они попрощались друг с другом. Вернемся в настоящее. Рена так занята, что почти забыла об этом происшествии. Потом она говорит, что ей нужно принести кислород. Она передвигает свой ящик и задевает ногу Бланки, быстро извиняется. Мы узнаем, что Бланка – это тот парень, который спас ее. Она угощает его еще одним напитком, а потом говорит, что заблудилась, и он предлагает ей показать дорогу. Пока они идут, она вспоминает эту историю и думает, что это, наверное, тот самый парень, потому что она забыла его лицо. Но сомневается, что это он. Потом она благодарит его за то, что он показал ей дорогу, и уходит. В последнее время не было никаких атак микробов. Так что он был не очень занят и надеялся, что так будет и дальше. Но потом начинается атака. Вирусная клетка атакует обычную клетку, и он быстро вступает в бой. Убив ее, он задумывается, что это за микроб. Появляется Т-клетка и подразнивает его, говоря, что он давно не сражался. Он тоже думает, что это за микроб. Бланка говорит, что он как будто напал на своего друга. Т-клетка говорит, что избавится от него, потому что это их работа. И тут появляется еще одна клетка. Когда Тесла-клетка несет мертвую клетку, она ударяет его. Она говорит, что она НК-клетка, которая атакует раковые клетки или вирусы. Т-клетка сердито спрашивает, чего она хочет. Она говорит, что вирус необычный. Он размножается очень быстро. Она просит атакованную клетку показать, где еще есть такие. Он говорит, что в его районе есть еще. Т-клетка спрашивает, почему он не сказал им раньше, и просит его отвезти их туда. НК-клетка говорит, что нет, она пойдет с ним, а тебе не обязательно идти. Тонна-клетка идет за ними, и она бьет его по носу, утверждая, что у нее соскользнула рука, у Т-клетки идет кровь из носа. Тромбоцит дает ему ведро. Он берет воду и выливает ее на клетку НК, а потом говорит, что у него соскользнула рука. Он просит ее уйти домой. НК снова бьет его кулаком, а он пинает ее, и они снова и снова дерутся. Бланка наблюдает за ними и говорит,
говорит, что им нужно оставить их в покое. И добавляет: клетки, которых мы собираемся убить, могут быть вашими друзьями. Вы справитесь? Он отвечает: да, потому что это ради того, чтобы с этим телом все было в порядке. Так что не волнуйтесь, мы просто делаем свою работу. Бланка впечатлена его словами, и они начинают двигаться дальше. Когда они подходят к системе клеток, Т-клетка и НК тоже присоединяются к ним, но они не находят никаких признаков вируса. Бланка предлагает вызвать подкрепление. Т-клетка отказывается, а НК тоже хочет, чтобы они сражались одни, и уходит. Т-клетка не хочет с ней объединяться и решает уйти. Бланка пытается остановить его, но он говорит, что они не просто совместимы. Инк предлагает им сразиться с атакованной клеткой, чтобы он показал ей, кто он на самом деле. Он выглядит растерянным и спрашивает, не попался ли он тоже. У Рены рвется шнурок, и ее старшая подруга говорит, что это плохая примета. Она завязывает шнурок и проходит под лестницей. В этот момент она сталкивается с клеткой, которая несет посуду. Старшая подруга говорит, что это еще одна плохая примета, и она быстро собирает посуду, но ее волосы снова встают дыбом. Она не понимает, почему все это происходит. Вернемся к клетке и остальным в системе клеток. Она понимает, что атакованная клетка притворялась, чтобы выманить их. Внезапно он превращается в раковую клетку с аномальным ростом. Он говорит, что ты также пытаешься уничтожить белые Т-клетки, чтобы они не навредили мне, верно? Раковые клетки растут слишком быстро и распространяются на соседние здоровые клетки. Она отвечает, что нет, они просто мешают. Клетка спрашивает, зачем он их сюда притащил. Он говорит, что не скажет ей. Затем атакует клетку, нанося ей удары руками, и его кровь брызжет на нее. Она говорит, что это слабая атака. Раковая клетка отвечает, что может уничтожить все вокруг, и она падает вместе с разрушающейся стеной. Затем он спрашивает, это все еще слабая атака? Клетка думает, что делать дальше. Тем временем белые Т-клетки покидают систему. Белая клетка предлагает вернуться, но Т-клетка говорит, что они могут забыть о них, и замечает листок бумаги, который изучает. Т-клетка останавливается, увидев странную комнату, где написано, что клетки там растут сами по себе и их нельзя остановить. Они быстро размножаются, прорываясь через клеточные мембраны и ослабляя стенки соседних здоровых клеток. Белая клетка понимает, что это не обычные клетки, а раковые. И тут они появляются и начинают с ними бороться. Но вскоре они видят, что их много и они очень сильны. Бланка беспокоится, что клетка и молодая клетка в опасности. Т-клетка говорит, чтобы он сам о себе позаботился. Неожиданно клетка оказывается в комнате. Т-клетка насмехается над ней, и они снова ссорятся. Бланка спрашивает, где молодая клетка. Она говорит, что ты будешь дураком, если будешь ее искать. Смотри, она идет сюда. Бланка в шоке, увидев, что он превратился в раковую клетку, готовую напасть на них. Бланка понимает, что он просто притворялся, Инк это знает. Он рад, что они снова вместе, и говорит, я покажу вам свою силу. Земля начинает трястись. Они борются за свои жизни, а он злобно смеется, продолжая разрушать. Говорит, теперь ты понимаешь, почему я сказал, что должен справиться с этим сам. Т-клетка сожалеет, что не послушала ее, и теряет сознание, а Бланка беспомощно лежит на земле. Раковая клетка чувствует, что теперь она правит миром в другом месте тела. Тромбоциты и красные кровяные тельца радостно приветствуют друг друга. Рена щекочет ее щеку и говорит, что теперь все спокойно. Она вспоминает о плохом предзнаменовании, но думает, что это было просто ее воображение. Красный кровяной шарик, несущий питательные вещества, врезается в старшего Рену, а тромбоциты машут ему на прощание. Рена предлагает помочь ему, и они быстро бегут за ним. Они видят так много питательных веществ, и когда спрашивают об этом у красного шарика, он отвечает, что это странно и для нас. Нам только что дали огромный заказ на доставку в это здание. Внутри они видят страшных раковых клеток, которые высасывают кислород и убегают. Старые красные кровяные тельца говорят, что если раковые клетки поглотят столько питательных веществ, это нарушит баланс в организме. Старший Рена говорит, давайте тоже поможем. Рена выглядит обеспокоенной, но не может отказать и подталкивает свой кислород в их сторону. Бланка поднимается, но раковая клетка давит на него. Т-клетка атакует своим оружием, но оно не причиняет ему вреда, и он отступает. Т-клетка кричит «Умри, чудовище!». Воспоминание показывает, как раковая клетка была маленькой и дружила с кем-то. Защитные клетки преследуют их. Они пробегают мимо того места, где они ударили, преследуя их копии. Копии клеток – это результат ошибки, которая произошла, когда клетка копирует свою ДНК во время деления. Он тяжело дышит, боясь, что они могут умереть, хотя они еще молоды. Он спрашивает, что такое ошибка при копировании, и его друг говорит «давай просто убежим». Его друг падает, пока они бегут, но он прячется и чувствует боль, когда клетки-защитники избавляются от него. Вернемся в настоящее. Раковая клетка хватает Т-клетку за одежду. Он злится, что с ним обращаются как с дефектом, и почему они должны его убивать. Он снова отбрасывает его, спрашивая, что мы сделали не так, когда вошли в это тело. Затем, когда он снова нападает, он клянется убить троих из них,
а они беспомощно лежат на земле. Рена и другие красные клетки, напротив, поспешно переносят кислород и питательные вещества. Лидер макрофагов спрашивает, почему они торопятся. Рена отвечает: «Я не знаю почему, но мы получаем много заказов из того здания». Раковая клетка говорит, что они распространятся по кровеносным сосудам и лимфатическим протокам. Они будут размножаться, чтобы уничтожить все клетки-защитники. Бланка отвечает: «Это тело не может жить благодаря таким клеткам, как вы». Это его раздражает, и он говорит: «Мне все равно». Когда Бланка говорит: «Я остановлю тебя», он отвечает: «Ладно, давай посмотрим». Внезапно его ударяет топор. Он оборачивается и видит, что все клетки-защитники собрались вместе. Б-клетка говорит: «Мы здесь, чтобы прикончить тебя, макрофаг». Тот, кто держит топор, отвечает: «Вообще-то я целился тебе в голову». Жидкость, которую он выделяет, оживает. Тем временем Рена беспокоится за Бланку, а командир Т-клеток приказывает роковой клетке сдаться клеткам-защитникам, но он не сдается. Защитные клетки начинают атаковать их, в то время как НК-клетки и Т-клетки договариваются, что они вместе уничтожат раковые клетки. Бланка добавляет, что проигрыш — это не вариант, и они нападают на врага, используя свою силу для защиты. В то время как красные клетки в страхе наблюдают, Бланка, Т-клетка и НК-клетка сражаются вместе. Т-клетка пытается увернуться от врага, но клетка случайно выпускает в него антитела, пытаясь освободиться. НК-клетка заливается смехом. Она так сильно хохочет, что падает на землю, катается, пока слезы не начинают литься из глаз, а потом вдруг переходит в режим полной энергии, что удивляет другие защитные клетки. Она нападает на раковую клетку и убивает ее сзади. Тем временем НК-клетка продолжает смеяться, чтобы набраться сил. Затем она просит Бланку прикончить его. Бланка, собираясь нанести удар, останавливается, ей становится жаль его. Раковая клетка спрашивает: «Ты хочешь обвинить меня в том, что я притворялся атакованной клеткой?» Бланка отвечает: «Нет, ты тоже клетка. Раз ты еще можешь говорить, может, хочешь сказать что-нибудь напоследок, прежде чем я тебя убью?» Он говорит: «Когда я притворялся обычной клеткой, я был так счастлив, что вы меня спасли. Впервые в жизни меня кто-то спас». Он поднимает руку и говорит: «Я просто хочу жить, как обычная клетка». Бланка отвечает: «Но мы не можем позволить тебе жить, ты разрушаешь это тело». Он хватается за одежду Бланки и говорит: «Вы все забудете меня после сегодняшнего дня и будете жить так, будто меня никогда не было». Он истекает кровью и добавляет: «Если бы не ошибка при делении клеток, я бы стал твоим другом». Он сожалеет, что вообще родился. Бланка говорит, что все равно убьет его, потому что это ее работа. Он отвечает, что с радостью проиграет тебе, хотя бы сегодня. Рена подходит к Бланке. Бланка очищается. Она в шоке, когда видит раковую клетку. Бланка говорит, что не надо бояться, она уже прикончила его. Рена молится, чтобы он больше не появлялся, а Бланка благодарит ее за то, что она призвала другие защитные клетки. Затем он думает, что если раковые клетки снова появятся, мы, защитные клетки, объединимся, чтобы снова их уничтожить. Рена идет по венам, чтобы переносить кислород. Но она не знает, куда идти. Красная клетка-сторожил направляет новые красные клетки в нижнюю часть тела для тренировки. В этот момент Рена полна решимости стать лучше. Хотя все считают ее глупой, она говорит себе, что не может больше полагаться на других. С этого момента она будет переносить углекислый газ в легкие, получать кислород и доставлять его по всему телу, не заблудившись. Рена стоит перед нижней частью тела и толкает свой контейнер с кислородом к сердцу. По пути ее пытается убить микроб. Она думает, почему это снова происходит. «Я пообещала, что буду стараться, а теперь умру». Внезапно появляется Бланка и убивает его. Тем временем Рина уже сдалась. Она благодарит Бланку за то, что та снова ее спасла. Он спрашивает, почему она здесь. Она отвечает, что заблудилась. Видя, что Бланка ранена, она чувствует себя виноватой. Бланка говорит: «Иди за мной». Но обернувшись, он видит, что Рена полна решимости справиться совсем сама и решает не вмешиваться и уходит. Когда Бланка нажимает на кнопку подачи кислорода, она слышит звук, оборачивается и видит, что Рена упала. Она извиняется за то, что причинила ей неудобства. Бланка говорит, что ничего страшного. Рена продолжает двигаться. Она видит глюкозу, источник энергии для красных кровяных телец. Поскольку у них нет ядра, как у белых кровяных телец, они питаются глюкозой. Бланка звонит своему руководителю и сообщает, что будет патрулировать все тело, а пока спрячется. Наблюдая, как Рена доставляет кислород, она входит в венозный клапан, который пропускает кровь только в одном направлении. Он потрясен, увидев, что она вернулась, но продолжает прятаться. В нижней части тела, где находится самая большая вена, собирается кровь из нижней части тела и поступает в сердце. Пока Рена движется по нижней вене, она двигается быстро, потому что знает, куда ей нужно. Позже старший замечает ее одну и спрашивает, не хочет ли она пойти с ним. Рена снова загорается и даже не слышит его. Объявляется, что сердце перегружено. Красные кровяные тельца просят следовать инструкциям, быстро циркулировать и оставить свои тележки,
потому что в сердце слишком много крови. Они объясняют, что такое кровообращение в легких и теле, которое называется сердечным кровообращением. Они будут двигаться от правого предсердия к левому желудочку, проходить через легочную артерию, избавляться от углекислого газа и забирать свежий кислород. В капиллярах они передают кислород, забирают углекислый газ и возвращаются в правое предсердие, завершая кровообращение в организме. Красные кровяные тельца внимательно слушают, но все еще выглядят растерянными. Рена всегда считала сердце сложным. Бланка наблюдает за ней, пока она готовится выбросить углекислый газ в сердце. Она движется вместе с другими красными кровяными тельцами, и они, наконец, добираются до сердца. Оно состоит из мышц и перекачивает кровь по организму около 100 тысяч раз в день. Красные кровяные тельца собираются в сердце, ожидая своей очереди. Их так много, что они начинают толкаться. Рена роняет записку и пытается ее поднять. Бланка видит это, поднимает записку и бросает ее обратно Рене. Она удивлена. Красные кровяные тельца проходят через правое предсердие, трехстворчатый клапан между правым предсердием и правым желудочком сердца. Они попадают в правый желудочек, где находится богатая кислородом кровь с углекислым газом, и им говорят не останавливаться. Кепка Рены снова падает, и Бланка помогает ей. Они добираются до легочной артерии, которая переносит бедную кислородом кровь в легкие. Бланка продолжает наблюдать за ней. Они достигают той части легких, где они выделяют углекислый газ и поглощают кислород. Они добираются до крошечных воздушных мешочков, где они выделяют углекислый газ. Рена пьет успокаивающий чай. Легкие выделяют кислород. Рена берет одну из них, но вспоминает, что именно здесь микроб напал на нее, прежде чем Бланка пришла ей на помощь. Они направляются к вене, которая переносит богатую кислородом кровь к сердцу. Микроб почти нападает на нее, но Бланка вовремя вмешивается и убивает его. Затем они переходят к аорте, которая переносит богатую кислородом кровь от сердца к капиллярам в теле. Бланка продолжает бегать вокруг, чтобы следить за Реной. Они добираются до капилляров, которые распределяют кислород и питательные вещества по клеткам и выводят углекислый газ. Бланка следит за тромбоцитами, а Рена переносит кислород. Пока она идет, Бланка прячется за ней, а Рена не замечает. Внезапно, когда они видят Рену, в ее тело проникают микробы, они собираются напасть на нее. Но Бланка, используя свою суперспособность, летит к ним и говорит «тихо». Он убивает их и незаметно очищает, чтобы Рена не заметила. Когда появляется другая белая клетка, он оставляет микробов ей и убегает. Тем временем Рена чувствует, что может справиться сама. Она протискивается по узкому проходу, чтобы доставить кислород, и клетка благодарит ее за это. Когда она выходит, она так гордится собой, что не теряется. Бланка улыбается, видя ее счастливой. Когда он поворачивается, чтобы уйти, он встречает Т-клетку. Рина рассказывает другим клеткам, как ей удалось справиться самой. Т-клетка говорит, что теперь она может делать свою работу самостоятельно. Бланка говорит, что она решительная девушка, потому что, несмотря на все трудности, она не сдавалась. Ее старший товарищ говорит, что гордится ею. Бланка добавляет: «Теперь, когда я думаю об этом, быть красной клеткой – тяжелая работа». Рена плачет, когда ее старший товарищ нежно щекочет ее щеку, а Бланка говорит: «Надеюсь, однажды мы будем защищать клетки, и другие клетки смогут по-настоящему ужиться друг с другом». Он спрашивает Т-клетку, согласен ли он с этим, но Т-клетка отвечает ударом по щеке, от которого у него идет кровь. Затем он говорит: «С чего бы нам хотеть ужиться с другими клетками, если это необходимо? Мы будем безжалостно убивать даже наших союзников. Подружиться с ними невозможно», — говорит Бланка, но он ничего такого не имел в виду. Он кричит на него: «Мы убийцы, запомни это», и уходит. Бланка замирает, думая, правда ли это. Рина подходит к нему и говорит, что закончила свою работу. Когда он поворачивается к ней, она удивляется выражению его лица. Он говорит, что все в порядке. «Не могли бы вы рассказать мне, как вам удается выполнять свою работу?» Рина с радостью соглашается. Они сидят, и она рассказывает о своей работе. Т-клетка видит, как в клетка смеется с другими клетками и чувствует ревность. Все клетки всегда начеку, особенно Т-клетки, которые готовы атаковать в любой момент, поэтому у них нет времени расслабляться или заводить друзей. Наивные Т-клетки усердно тренируются как солдаты, и их лидер никогда не терпит лени. Они клетки-убийцы, которые уничтожают вирусы, зараженные раковые клетки. Их лидер говорит, что сейчас начнется следующая тренировка. Уставшие клетки тяжело дышат, но им ничего не остается, кроме как подчиниться. Лидер, не обращая внимания на их состояние, кричит: «Продолжайте». Они пытаются сопротивляться, но он легко их побеждает. Он разочарован и говорит, что никто из них не подходит на роль Т-клетки. Тем временем другие клетки наблюдают за ними, и командир Т-клеток понимает, что он слишком строг с ними, но игнорирует их, а регуляторная Т-клетка продолжает работать. Ее задача — успокаивать Т-клетки и не давать иммунной системе слишком остро реагировать. Внезапно одна тонна клетка врывается через стекло и толкает командира. Он катится как мяч, и лидер извиняется, говоря, что, кажется, слишком сильно на них давит. Командир Т-клеток раздраженно отвечает, что «я хотел сказать это раньше, разве ты не можешь быть с ними помягче?» Он отвечает: «Я просто делаю свою работу, чтобы они стали достаточно сильными для борьбы с нашими врагами», — говорит он. «Это мое дело. Ты все такой же суровый, как и раньше». Он спрашивает
спрашивает, о чем ты говоришь. Я делаю это, чтобы помочь им. Другие Т-клетки удивляются, почему они так спорят. Тогда дендритная клетка говорит, что расскажет им об этом. Просматривая свою инструкцию, она показывает фотографию, на которой они были одноклассниками, когда командир был еще в очках, и они никогда не ладили. Как сейчас в воспоминаниях они видят, что были в школе Тимуса, где обучаются незрелые Т-клетки. Они усердно тренировались, чтобы стать достаточно сильными, чтобы убивать любые вирусы и бактерии. Тимус пообещал, что будет тренировать их еще усерднее. Его работа — воспитывать Т-клетки и разделять их на категории. Он объявил, что они будут проходить тест, в котором нужно атаковать панели в форме человека. Вы должны атаковать те, которые считаете бактериями, а если вы атакуете нормальную клетку, то будете дисквалифицированы. Они побежали к своим целям. Дендритная клетка снимала их на камеру. Лидер Т-клеток увидел панель вдалеке и приготовился атаковать ее. Неожиданно командир Т-клеток опередил его и уничтожил панель с бактериями. Он сказал: «Я первым напал на эту панель. Извините, в следующий раз будьте внимательнее», — ответил командир Т-клеток. Он разозлился и напал на командира, но тот спокойно остановил его, сказав: «Не трать мою энергию впустую». Тимус был впечатлен талантом командира Т-клеток. После этого они стали соседями по комнате, что разозлило командира Т-клеток. Он сказал, что может занять верхнюю койку, но предупредил: «Не буди меня, когда будешь забираться наверх, или лучше спи на полу». Он ответил: «Это плохо», и уже собирался ударить его, когда проходившая мимо девушка спросила, почему они ссорятся. Они соврали: «Мы не ссоримся». Она сказала: «Ладно, я пойду». На следующее утро тренировка продолжилась, и лидер команды по борьбе с раком изо всех сил старался не отставать. Поднимаясь по канату, он упал, его схватили, несколько раз ударили, и никто не пожалел его. Вместо этого Тим крикнул: «Хватит притворяться, вставай». Его товарищи посмеялись над ним, сказав, что он слабак и, возможно, не станет клеткой-убийцей. Затем Тим попросил всех вернуться в общежитие. Вернувшись, он увидел, что командир пьет чай, и сказал: «Ты тут наслаждаешься, пока я страдаю». Он спросил: «Хочешь, чтобы я дал тебе по голове?» Тот быстро ответил: «Нет». Ночью командир вышел на тренировку. Он увидел, что лидер команды тоже тренируется, хотя и не понимал, что делает, но продолжал бить по груше, как будто от этого зависела его жизнь. Командир подумал, что он так реагирует из-за того, что произошло накануне. Он показал все приемы, которые отрабатывал. Он не понимал, что тот имел в виду, но потом сказал, что это не его дело, и ушел. Пока они оба тренировались, девушка и дендритная клетка наблюдали за ними и фотографировали. Они оба были заинтересованы и надеялись, что выживут как клетки-убийцы. На следующее утро тренировка началась снова. Затем Тим сказал: «Сегодня будет особый тест, который покажет, кто из вас сможет стать клеткой-убийцей. Это называется позитивным отбором, и все, что вам нужно сделать, это атаковать раковые клетки, пока не закончится время». Лидер команды выглядел взволнованным. Тим сказал, что волноваться не о чем. Просто веди себя как обычно. Один из них атаковал клетку и подумал, что прошел тест, но оказалось, что клетка была нормальной, и его просто выбросили в яму. Другая клетка напала на обычную, думая, что это вирус, и уничтожила ее. Затем она смогла напасть на клетку защитника, и Тимус сказал, что она прошла. Настала очередь командира. Он внимательно изучал клетку и, убедившись, что это вирус, сразу же ее уничтожил. Когда подошла очередь лидера, он занервничал. Командир предупредил его, чтобы он не закрывал глаза во время атаки. Когда он увидел панель, то закрыл глаза, чтобы атаковать, но вспомнил слова командира и открыл их. Когда он открыл глаза, то увидел, что панель была обычной клеткой с розовой подушкой. Он ушел, и командир почувствовал облегчение. Тимус сказал, чтобы он был начеку. За ним появилась панель, но он не знал, где она. Его товарищи пытались подсказать ему, но только еще больше его запутали. Тогда командир крикнул: «Используй одно из своих умений, которое ты тренировал той ночью». Он так и сделал, и Тимус объявил, что он прошел. Все обрадовались. Их видели вместе. Командир спросил, почему он выглядит грустным. Он ответил: «Моя победа была просто удачей. Я не уверен, что смогу продолжать быть клеткой Т». Тогда он добавил: «Тебе повезло». Ему уже сказали, что он может быть вспомогательной или регулирующей клеткой. Он ответил: «Если ты так думаешь, то уходи, раз боишься. Думаешь, здесь будет легко?» Он разозлился, сжал кулаки и был готов напасть на него. Но командир успел нанести ему сильный удар в щеку, и он упал на землю. Командир сказал: «Ты должен быть смелым и смотреть правде в глаза». Он протянул руку, чтобы помочь ему подняться. Удивленный, он схватил его за руку и встал. Он сказал: «Теперь я буду тренироваться, пока не смогу победить любого врага». Услышав это, командир был рад и сказал: «Похоже, есть такие слабаки, как ты. Нужно подбадривать их, чтобы они стали сильнее». А девушка восхищалась ими. В настоящем времени наивные Т-клетки наблюдают за их спором. Прямо как в истории. Командир говорит: «Если ты думаешь, что мне это нравится, давай поменяемся местами». Они замечают, что наивные клетки смотрят в книгу. Они подходят ближе и видят, что дендритная клетка показывает их детские фотографии. Они просят ее сжечь их, а наивные клетки смеются над ними. Регуляторная клетка говорит, что они такие же, как раньше, и мы понимаем, что у каждой клетки свои особенности поведения. Но все они усердно работают в команде, чтобы поддерживать здоровье тела, а также рискуют собой, чтобы защитить его. Рена пробирается по узкому проходу, чтобы доставить кислород.
кислород. Клетка благодарит ее за усердную работу и ставит штамп на квитанции. Рена возвращается по узкому проходу, вытаскивая свою коробку. Она падает. Один тромбоцит извиняется за неудобство. Он подходит ближе и щекочет ее щеку. В легочном мешке Рена выдыхает углекислый газ. Он выдыхает его из тела и выделяет кислород. Рена поднимает их, и старшая клетка видит, что она усердно работает. Рена рада ее видеть. Она говорит: «Я вижу, ты выросла и теперь довольна своей работой». Она просит ее не сдаваться, но она беспокоится, что справится ли она сама. На что-то отвечает, что справится. Вдруг Рена начинает бежать, зовя на помощь. Бактерия преследует ее и другие красные клетки. Она продолжает преследовать их, говоря: «Отдайте свой кислород». Они говорят: «Давайте поможем нашим друзьям, но мы ничего не можем сделать, мы всего лишь красные кровяные тельца». Рена спотыкается, но ей удается увернуться от атаки бактерии, что ее удивляет. Теперь она в тупике, и когда оборачивается, бактерия смеется над ней и говорит: «Отдай свой кислород, как хорошая девочка». Но она отказывается. Он бросается на нее, но желтая клетка останавливает его ударом кулака. Рена спрашивает, кто этот новый боец, и даже бактерия выглядит растерянной. Он бросается на него и душит за шею, затем наносит несколько ударов, пинает и использует свое оружие. Он добивает его. Рена благодарит его, и он показывает ей большой палец. Рена машет ему на прощание. Вдруг из отверстия появляется Бланка и нападает на бактерию. Затем он видит, что она мертва. Он просит кого-нибудь избавиться от нее. Она отвечает: «Да, я расскажу тебе о желтой клетке и спрошу, как его зовут». Он говорит, что его зовут моноцит. Это тоже защитная клетка, которая борется с бактериями. Бланка говорит, что их не так много в организме, но они хорошие бойцы. Он делает замах для удара в гольфе, а затем проходит сквозь стену без отверстия. Это удивляет Рену, а Бланка уходит со словами «увидимся». В ноздрях, где регулируется поступление воздуха, тромбоциты веселятся, а другие клетки принимают горячую ванну. Рена видит желтую клетку, которая дремлет. Затем он идет за напитком. Рена улыбается. Тромбоциты тоже едят, когда видят их. Они здороваются, старшая сестра. Она спрашивает, что они едят, прежде чем они ответят. Она тоже питается. Она ест глюкозу, источник энергии для эритроцитов. Она продолжает свой путь, говоря, что глюкоза была вкусной, но вдруг земля под ней проваливается, и она скатывается вместе со своим кислородом. В этот момент она видит бесчисленное множество микробов, и их предводительница представляется как бактерия из носа и кожи. Если они попадут в рану, то могут вызвать инфекцию. Эритроциты спасаются бегством. Предводительница говорит, что теперь она будет хозяйничать в этой ноздре. Она приказывает своим союзникам напасть на эритроциты, чтобы получить питательные вещества. Первой нападает Рена. Бланш и другие пытаются бороться с микробами и приказывают всем эритроцитам уходить. Рена чувствует себя спокойно, пока белые клетки сражаются с микробами. Бланш убивает бактерии, и другие тоже погибают. На сцену выходят тромбоциты. Однако Бланш вспоминает, что бактерии уже появлялись раньше, но их убили. Он говорит, что мы снова вас уничтожим, но бактерии смеются над ним, говорят: «Ты уверен?» Ее союзники следуют за ней, и они летят, окрашенные в свой цвет, а потом слипаются, как гроздь винограда, поэтому их называют виноградными бактериями. Они сливаются и выделяют какие-то вещества, что шокирует Бланш, и они еще больше шокированы, увидев, что лидер бактерий увеличился. Она говорит: «Видишь, я уже не такая, как раньше». И тут же начинает атаку, отбрасывая множество белых клеток. Она с гордостью говорит: «Я же говорила, что теперь я другая». Бланш отвечает: «Я тебя сожру». Она отражает атаку белых клеток сетью, и они отступают. Бланш говорит, что эта сеть выглядит знакомо, и показывает, что это сеть тромбоцитов, которую они используют для свертывания крови. Рина тоже вспоминает о тромбоцитах. Однажды она использовала их, чтобы закрыть рану. Белые кровяные тельца удивляются, зачем ей это понадобилось. Она бросает их в них и захватывает часть белых кровяных телец своей молнией. Затем она говорит: «Рассказать вам, что случилось?» Бланка говорит: «Я знаю, что ты обмоталась сетью, чтобы защититься от нашей атаки». Она атакует их молнией, говоря, что он прав. «Теперь я сильнее, и меня невозможно убить». Обычно бактерии создают сеть, чтобы защититься от клеток защитников, и она сразу же атакует их. Рена удивляется, что случилось с белыми кровяными тельцами, и видит, что их руки и ноги связаны. Она говорит: «Пожалуйста, встаньте». Тромбоцит просит ее быть осторожной, чтобы не упасть. Лидер бактерий говорит: «Теперь я могу отомстить им. За нашего младшего брата, которого убили за то, что он вошел в это тело, я разорву их на части». Внезапно земля раскалывается, и появляются желтые клетки с оружием. Она удивляется, кто они такие. Они идут к месту битвы. Когда их лидер говорит, это звучит знакомо Рине. Оказывается, желтые клетки были замаскированными макрофагами. Они оба образуются в костном мозге, но, оказавшись вне кровеносных сосудов, превращаются в макрофаги. Она предупреждает их, чтобы они не вставали у нее на пути, и бросается на них. Один макрофаг несколько раз бьет ее своим оружием. Она поражена его силой, а потом понимает, что это макрофаг, одна из защитных клеток организма. Некоторые из ее союзников убегают. Зная, что у них нет шансов против них, макрофаги насмехаются над ней, говоря, что теперь ты осталась одна, и это злит ее, и она бросается на них.
Они бьют ее своим оружием и атакуют. Это поражает Рену и тромбоциты. Лидер макрофагов говорит, что мы закончили уборку. Тем временем Бланка и его друзья все еще беспомощно лежат. Когда они встают, то благодарят макрофагов, извиняются за опоздание. Когда один из них показывает большой палец вверх, она говорит, что это наш сигнал, когда мы действуем как желтые клетки. Рина спрашивает, все ли они одинаковые, и просит ее не шуметь, говоря, что это наш маленький секрет. Мы действуем спокойно, иногда агрессивно, как воспитатели и убийцы. Таким образом, макрофаги играют множество ролей в организме. Как и другие клетки, у каждой из них своя роль, но все они работают вместе, чтобы поддерживать порядок в организме и ежедневно восстанавливать его энергию. Тем временем потовые клетки обнаруживают, что все резервуары пусты, а в одном из них осталось совсем немного жидкости. Их капитан начинает волноваться, пытаясь придумать, как решить проблему. В потовой железе красные клетки проходят через капилляры. Рена жалуется на жару, и ее старший объясняет: мы уже выделяем тепло, то есть красные клетки пытаются вывести тепло через кожу, чтобы внутри было прохладно. В этот момент Бланка пробирается сквозь них, и появляется микроб. Он избавляется от него и докладывает своему начальнику. Красные клетки удивляются, а Рена подходит к нему и говорит: молодец, Бланка, когда он уничтожает микроба. Когда он встает, Рена замечает, что он одет вызывающе. Он отвечает: я не могу выполнять свою работу, если не буду так одет. Затем потовая железа на коже готовится к выведению тепла путем испарения пота, чтобы регулировать температуру тела. Тромбоциты тоже чувствуют жар. Пока тромбоциты пытаются выпить стакан чая, эритроцит говорит, что что-то не так, потому что пот еще не превратился в пар и не испарился. Бланка помогает тромбоцитам с чаем. Но даже несмотря на то, что пот выделяется, тело не остывает, как должно. Эритроцит говорит, что это из-за того, что на улице слишком жарко. Поэтому вместо того, чтобы охлаждаться, тело только нагревается сильнее. Красные клетки жалуются, а тромбоциты наслаждаются чаем. Красные клетки двигаются, пытаясь регулировать температуру. Они сильно потеют. Ирина спрашивает, почему им все еще жарко. Бланка говорит, что на улице слишком жарко, и пот не помогает охладиться. Наоборот, становится только хуже. Внезапно свет тускнеет. Бланка понимает, что их хозяину стало плохо. Затем все темнеет, и они в замешательстве. Головокружение возникает, когда кровь отливает от головы, и красные клетки теряют сознание, потому что в мозг не поступает достаточно крови и кислорода. Опять же, тело перегревается из-за потери слишком большого количества воды и соли. Сосуды кожи расширяются, и когда давление падает, приток крови к мозгу уменьшается, мышцы напрягаются и болят. Бланка обнаруживает микроба, когда открывает дверь. Это почвенная бактерия, вызывающая пищевое отравление, например, из-за грязной воды. Бланка смотрит на бактерию, которая спрашивает, не белая ли он клетка. Он отвечает, что да. Затем он говорит, что они будут сражаться, и Бланка готовится к атаке. Бактерия убегает, говоря, что она просто пошутила, она не будет с ним драться. Это тело скоро умрет, так что пока она спрячется. Бланка гонится за ней, а Рена желает ей удачи. Бактерия собирается спрятаться в быстром потоке крови, который, как она видит, является легким путем к спасению. Внезапно Бланка нападает сзади, но бактерия уворачивается. Он отступает и просит подкрепления. Бактерия пробирается между красными клетками. Подкрепление приходит и вместе с Бланкой нападает на бактерию. Бактерия пробирается мимо ноги Бланки и убегает, прячась за другими клетками. Пока Бланка ищет ее, бактерия появляется у него за спиной. Он нападает, но бактерия ускользает. Бланка гонится за ней сквозь красные клетки. Ему становится так жарко, что температура повышается, и красным клеткам тоже становится невыносимо. Но Бланка не сдается, хотя и устал. Бактерия смеется над ним. В это время одна из красных клеток случайно ударяет его коробкой в темноте. Он падает. Пытаясь подняться, бактерия бьет хвостом по ногам Бланки, и он снова падает. Ему кажется странным, что белая клетка чувствует жар. Он говорит: лучше иди и позаботься о себе. Он добавляет: тебе повезло, у тебя еще есть шапка. Она защищает голову от прямых солнечных лучей. Он берет у красной клетки чай и говорит: пейте больше воды. Он выливает чай на землю. Тем временем организм потерял почти всю жидкость и находится в критическом состоянии. Тромбоцит говорит Рине, что ей жарко, она отвечает: не волнуйся, белая клетка все исправит. Потовая клетка говорит своей команде собрать всю соль в организме, чтобы контролировать выделение пота. Они отвечают, что соли осталось совсем мало. Капитан в замешательстве. Затем капитан потовых желез входит в комнату и выходит оттуда в странной одежде. Он просит, чтобы пошел дождь. Его команда говорит, что капитан, похоже, сошел с ума. Возвращаемся к Бланке и бактерии. Он сильно бьет Бланку, пока тот не начинает задыхаться. Внезапно вспыхивает огонь, и видно, что у тела жар. Бактерия Бланка совсем обессилила и говорит: я же говорила, что это тело скоро умрет, и мне все равно.
Между тем он может выдерживать температуру в 100 градусов в течение 30 минут, но не может справиться с обезвоживанием. Он отпускает Бланко, которая падает за стену, но держится за нее своим ножом. Бактерия продолжает бить его, но он говорит: «Я не позволю тебе навредить этому телу». Бактерия просит его сдаться, потому что тело не может противостоять внешней температуре. Бланко отвечает: «Говори, что хочешь, что бы ни случилось. Пока это тело живо, я буду защищать его». Бактерия говорит, что он дурак, и бьет его сильнее, пока он не падает со стены, а потом чувствует, что наконец победил. И смеется над своей победой, говоря: «Теперь я спрячусь в темноте, а потом захвачу это тело». Он так счастлив, что ему больше никто не может противостоять. Вдруг появляется свет, и они задаются вопросом, что его вызвало. Потовая клетка объясняет, что температура упала. Когда появляются облака, появляется похожий на трубку предмет. Это инъекция, которую хозяин сделал, чтобы восстановить жидкость и питательные вещества. Из-за этого бактерия чувствует себя неспокойно, и из нее начинает сильно течь жидкость. Клетки купаются в жидкости, чувствуя себя возбужденными и отдохнувшими. Бактерия чувствует себя плохо из-за того, что тело восстанавливается. В этот момент позади него появляется Бланко, держась за его хвост, и слышит, как он говорит. Он понимает, что уже в беде, и нервно оборачивается. Затем несколько раз вспыхивает кровь, как дискотечные огни, а другие клетки благодарят за дождь. Ведь даже потовые клетки не знают, как идет дождь. Клетки празднуют новый рассвет, и Рена перемещает Бланку в область шеи и подмышек, где очень прохладно. Бланке становится очень комфортно, и она чувствует облегчение. Его друг спрашивает, почему ему так жарко, но он игнорирует его вопрос. Однако жизнь в теле продолжается и после того, как клетки обновились. Красные клетки продолжают переносить кислород. Когда легкие их выделяют, энергия Рены остается сильной, и ее старший друг этому рад. Когда она переносит кислород, старший говорит: «Я вижу, что у тебя все хорошо». Она щекочет ее щеку. После того, как она говорит: «Я хочу, чтобы ты помогла мне обучить эту новую красную клетку». Когда новая клетка отвечает: «Приятно познакомиться», Рена чуть не сходит с ума. Видя, что ее старшему все равно, она хватает его за руку и говорит: «Я не могу ее тренировать». Он отвечает: «Это часть твоей работы, и другие клетки тоже тебя тренировали». Рена выглядит обеспокоенной, но ее старший подмигивает ей и говорит: «Убедись, что вы поладите». Когда она уходит, Рена приветствует новую клетку. Новая клетка зовет ее старшего. Рена думает: «Вау, она спокойна». Затем она говорит: «Я твоя младшая. Тебе не нужно быть такой официальной». Рена думает, что она права. Теперь, когда она стала старше, она знает, что должна быть сильной. Она говорит: «Я покажу тебе кое-что». Она пытается достать свои записи, но выглядит растерянной, затем говорит: «Я начну с объяснения того, что мы делаем». Новая клетка начинает перечислять функции красных клеток. От удержания влаги до обмена газами и транспортировки питательных веществ. А еще они сжигают глюкозу для получения энергии, углекислого газа и воды, и выводят углекислый газ из организма, потому что он вреден, поэтому они заменяют его кислородом. Рена ничего не понимает, когда слышит это, но просыпается, когда старшая медсестра зовет ее. Она улыбается и говорит, что ей больше нечему учиться, пора приступать к работе. Они обе переносят кислород в клетку, и она говорит, что будет учиться на работе. Она думает, чтобы ей такого сказать старшей медсестре. Они проходят мимо лимфатических сосудов. Затем Т-клетка кричит, что красным клеткам здесь не место. Ей становится очень грустно, когда они уходят, и она извиняется перед младшей медсестрой, но та говорит, что это не ее вина, просто эта клетка ведет себя агрессивнее, чем нужно. Рена чувствует облегчение, когда слышит это. В этот момент они видят, как Бланка сражается с микробом. Рена говорит ей, что это защитная клетка, и она хорошая. Младшая медсестра смотрит на нее и говорит, что белые клетки – это агрессивные клетки. Рена отвечает: «Это неправда». Бланка разрывает микроба на части и тяжело дышит, восстанавливая силы, а Рена хвалит его за хорошую работу, и он тоже здоровается с ней, а потом спрашивает: «Это твоя младшая медсестра?» Она отвечает утвердительно. Бланка здоровается с ней, но тут на них снова нападают бактерии, и он отбивается. Рена просит его рассказать младшей медсестре о белых клетках. Он говорит, что у белых клеток есть разные виды, например, базофилы и макрофаги, и у них разные функции. Рена добавляет, что Бланка хоть и немного пугает, но на самом деле хорошая. Он пронзает микроба, брызжет кровь, пачкает форму младшей медсестры, и Рена ее оттирает, а потом приносит ей теплый напиток. В ответ она говорит, что лучше бы ты принесла мне полотенце, а не напиток. Рена разочарована. Она думает, что сестра права, и пока они готовятся переносить кислород, начинает учить ее, что нужно говорить клетке. Младшая медсестра отвечает, что не нужно, просто давайте делать свою работу, но Рена не унимается. Клетка злится и говорит: «Ну когда же ты уже закончишь?» После того, как она рассказывает об эозинофилах, о том, как они однажды убили большого паразита, эозинофилы смущаются и говорят: «Не надо меня так хвалить». Пока она объясняет, что такое тромбоциты и какую роль они играют, она увлекается рассказом, пока младший не предупреждает ее: «Будь осторожна». Она смотрит вперед и удивляется, когда тромбоциты почти ловят ее в свою сеть. Продолжая путь, они встречают дендритную клетку и макрофаг, и младший говорит: «Пойдем дальше». Потом они делают перерыв. Они смотрят, как массовая клетка настаивает на том, что выпускать слишком много гистамина – это нормально. Когда клетка спрашивает об этом клетку памяти, та пытается вспомнить и сердито бьет себя головой о стену. Затем Рина снова сбивается с пути, встает на решетку и чуть не падает.
Потом она играет с тромбоцитами, а ее младший все время зовет ее. Ей становится стыдно, и она плачет. Бланка тайком проверяет, все ли у нее в порядке с младшим. Она берет себя в руки и извиняется перед младшим за то, что она ненадежный старший. Младший отвечает: «Не волнуйся», и она обещает стараться лучше. Она изучает карту, чтобы не заблудиться, а Бланка продолжает наблюдать за ними. Вскоре она говорит: «Пойдемте». Мы видим, как рождаются новые клетки и как они работают, как и другие клетки в организме. Проходят дни, и деятельность клеток в организме продолжается без перерыва, пока однажды не вспыхивает пожар и все вокруг рушится. Клетки удивляются, что происходит, и смотрят, как все вокруг рушится. Позже мы видим, что Рина лежит без сознания, но вскоре открывает глаза. Она садится и видит, что все вокруг разрушено, а вокруг разбросаны мертвые клетки. Она выглядит напуганной, а когда оборачивается, видит своего коллегу, который тоже в шоке от того, как все изменилось. В этот момент появляется Бланка с тромбоцитом. Они спрашивают его, что случилось. Он отвечает, что не уверен, но эритроциты просят собраться в центре тела. Внезапно множество эритроцитов устремляется к ним, и прежде чем они успевают понять, что происходит, образуется затор, и давление в крови повышается. Пока это происходит, белые клетки тоже получают приказ собраться, и в результате становится так тесно, что эритроциты начинают давить друг на друга. Также присутствуют тромбоциты. Мозговые клетки пытаются проанализировать ситуацию, но не могут понять, что пошло не так, и беспокоятся, что скоро могут напасть микробы. Тогда их капитан говорит, что объявляется чрезвычайная ситуация. Клетки получают сигнал о том, что в тканях и кровеносных сосудах возле головы есть опасное для жизни повреждение. И все защитные клетки должны подготовиться к атаке микробов из поврежденных участков. Сигнал продолжает звучать, и они должны поспешить к поврежденному участку. Бланка, как и Юзуа, подчиняется приказу и готова приступить к работе вместе с командой. Тромбоциты тоже готовятся к восстановлению поврежденного участка, а эритроциты продолжают переносить кислород. Юниора охватывает замешательство, но Рена говорит ей, что сейчас нужно переносить кислород. При этом в кровотоке повышается давление и сердцебиение учащается. Так продолжается до тех пор, пока капитан потовых клеток не отдает приказ о выделении холодного пота. Удивительно, но остаются только Рена и ее коллега. Юниор перестает жаловаться на холод. Рена игнорирует ее слова и говорит, чтобы она поторопилась. Затем из поврежденного участка вырываются микробы, но Бланка успевает их уничтожить. Она появляется и убивает их. Он направляется к поврежденному участку, думая, что там, возможно, атакуют красные клетки. Подойдя ближе, он чувствует, что там тише, чем обычно, и когда он наконец добирается до места, он в шоке видит, что там нет ни одной красной клетки, кроме улетевшей красной шапочки. Затем снова объявляется, что защитные клетки должны поспешить к поврежденному участку. Рена приходит в себя и видит, что посреди хаоса находится только она одна. Защитные клетки готовятся к бою, чтобы устранить повреждение. Повреждение, которое мы называем раной, очень серьезное, и когда Бланка подбегает к нему, он удивляется, что не видит ни одной красной клетки. Он кричит, зовет кого-нибудь, но никто не отвечает. Затем он добирается до кровеносного сосуда и снова кричит, зовя красные клетки, но ответа нет. В этот момент он слышит крик клетки. Он подходит ближе и спрашивает, что случилось. Клетка объясняет, что через рану потеряно множество красных клеток. Кровотечение не прекращается, а значит, красных клеток недостаточно для транспортировки кислорода в организме, и что бы ни делали клетки, они не могут исправить это состояние, которое может привести к гибели всех клеток и смерти организма. Тем временем Рена и ее помощник направляются к легким, чтобы доставить кислород. Добравшись туда, они видят, что одна клетка с трудом дышит, просит кислород и ведет себя странно. Помощник говорит, что еще несколько клеток ведут себя странно. Рена пытается спросить клетку, что случилось, но та продолжает просить кислород. Рена говорит, что оставит кислород и скоро принесет еще. Затем она убегает. Помощник бежит за ней, спрашивая, где остальные красные клетки. Рена останавливается, внезапно осознав, что они все это время не видели красных кровяных телец. Они добираются до легких, которые так сильно пульсируют, что красные кровяные тельца почти теряют свои оболочки, и кислород не может поступать в организм. Младший говорит, что легкие больше не могут снабжать кислородом все части тела. Хотя кислород есть, красных кровяных телец, чтобы его переносить, не хватает. Поэтому Рена несет коробку с кислородом, говоря, что мы все равно должны делать свою работу. Младший тоже берет коробку и идет за ней. Рена полна решимости спасти это тело. Они с младшим непрерывно переносят кислород в клетки, пока не остается несколько коробок с кислородом. В поврежденном кровеносном сосуде сильный кровоток, тромбоциты координируют движение красных кровяных телец. Рена и младший в шоке. Некоторые красные кровяные тельца цепляются за кровеносный сосуд, пытаясь переносить кислород, даже несмотря на то, что их жизнь в опасности. Рена и младший надевают свои коробки, чтобы присоединиться к ним, беспокоясь о клетках мозга, так как красных кровяных телец становится все меньше. Другие клетки не могут выжить без кислорода, поэтому капитан клеток мозга приказывает своей команде повысить кровяное давление, чтобы вырабатывалось больше красных кровяных телец. Когда они повышают кровяное давление, некоторые красные кровяные тельца попадают в рану, что приводит к большой потере кровяных телец.
телец. Теперь капитан клеток мозга понимает, что повышение кровяного давления принесло больше вреда, чем пользы, а Рена подбадривает младшего. Из-за сильной кровопотери температура тела падает, и Рена с младшим чувствуют холод, пока переносят кислород. Начинает идти снег, но они продолжают идти. Рена переносит сразу 3 коробки с кислородом. Уставший младший говорит, что мы не можем идти дальше в такой снегопад. Рена отвечает, что мы не можем остановиться. Если мы это сделаем, все клетки погибнут. Руки Джуниор немеют, и она роняет баллон с кислородом. Рена подходит ближе, протягивает ей руку, но Джуниор отталкивает ее и кричит: «Хватит, как бы мы ни старались, мы не сможем починить это тело». Затем она добавляет: «Ты просто пытаешься покрасоваться передо мной». Это тело не спасти. Рена прижимает ладони к щекам, чтобы остановить поток слов, и говорит: «Я буду подавать кислород до конца». Джуниор молчит и смотрит, как Рена продолжает подавать кислород, хотя ее руки тоже не слушаются. Она полна решимости работать до последнего вздоха. Но в других частях тела защитные клетки борются с микробами, и все прилагают максимум усилий. В этот момент Рена теряет сознание от слабости. Через несколько минут она приходит в себя и с удивлением видит множество новых красных клеток. Они еще не знают ее. Рена не может поверить, что она единственная выжившая красная клетка. Одна из красных клеток говорит: «Нас просто притащили сюда». Они собираются с силами, чтобы приступить к работе. Их лидер призывает их начать подавать кислород. Рена счастлива, когда новые красные клетки подают кислород всем клеткам. Кроме того, тромбоциты смогли закрыть рану. Пока некоторые клетки сдаются, Рена успевает вовремя подать им кислород. Они говорят: «Вы спасли нам жизнь», и клетки возвращаются к нормальной жизни. Рена снова видит Бланку, пока они обсуждают случившееся, попивая чай. Она спрашивает его, откуда берутся новые красные кровяные тельца. Он отвечает, что тоже не знает, но они спасли нас. Тем временем новые красные кровяные тельца попадают в организм через донорскую кровь. Это лечение помогает восстановить потерянные красные кровяные тельца и тромбоциты. Рина говорит Бланке, что собирается найти свою младшую коллегу. В этот момент появляется младшая коллега и говорит, что ей нужно кое-что сказать. Затем она кланяется и благодарит Рину за обучение. Раньше она думала, что знает многое. Рина слушает, как она говорит, что это не просто знание, это страсть. Рина тронута и плачет, говоря, что, наверное, она уже ничему не сможет ее научить. Младшая коллега просит ее перестать плакать, а затем говорит, что они должны продолжать в том же духе. Новые клетки не узнали Рину, и это ее беспокоит. Жизнь в теле продолжается, и Рина снова занимается доставкой кислорода. Младшая коллега и другие клетки тоже полностью вернулись к работе. Рина снова заблудилась. В этот момент подходит Бланка и спрашивает, не заблудилась ли она. Она отрицает, что не знает, где находится, но Бланка видит, что карта у нее перевернута. Команда Бланки преследует бактерии. Увидев это, он говорит, что уходит, а Рина желает ему удачи. Затем она доставляет кислород, и жизнь в теле продолжается. На этом все. Если вам понравилось это аниме, обязательно напишите почему и помогите нам набрать 1000 лайков. Так мы узнаем, что вы действительно хотите посмотреть следующую часть.